Здравствуйте! Как вы знаете, лес – это таинственное и загадочное место. Издавна многие народы связывали с этим местом разные истории и легенды. Но и в наши дни люди часто рассказывают, что видели или слышали что-то необъяснимое или даже мистическое в лесу. И такие случаи не редкость. Сегодня я покажу вам 8 видео, снятых в лесу, на которые попали жуткие существа и нечто совсем паранормальное. Давайте начнем. Этот мужчина по имени Эрвин Сандерс утверждает, что может общаться с какими-то загадочными лесными существами, которые выходят из своих укрытий после дождя. По крайней мере, он так утверждает. В начале видео он сидит под деревом и долго размышляет на камеру. И когда уже кажется, что дальше ничего не произойдет, на камеру попадает это. Oh, sorry about that. He was doing a... Oh, there he is. Okay. Let's... There. Какое-то непонятное существо ненадолго выходит и сразу же уходит в свое укрытие. Оно будто увидело этого мужчину и решило спрятаться от него. Качество видео достаточно высокое и не меняется, так что комментаторы этого видео в основном писали, что эта съемка может быть вполне реальной. Эта девушка по имени Алисия вместе с мужем арендовала маленький домик в лесу на выходные. Но во время съемки в этом доме появился нежданный гость. Какая-то жуткая фигура прошла позади девушки. Это нечто небольшого роста и белого цвета. Я не знаю, что это могло быть. Возможно, это был призрак или нечто совсем иное. Так или иначе, до этого момента молодые люди уже разместились в домике, и там никого не было. Чак и его друг Джастин идут в заброшенную шахту по добыче золота. Она находится в горах Невады, окруженных лесом в Северной Калифорнии. Эта шахта берет свое начало примерно от 1900 года. Этот мужчина снимает видео исключительно про шахты и пещеры, в которых он когда-либо побывал. Он никогда не загружал видео, связанные с мистикой. Во время исследования этой шахты Чак и Джастин разделяются. И в этот момент он снимает на камеру это. No squeezing yet. Прямо перед Чаком образуется, а затем исчезает странная тень. Мужчина отвлекся в этот момент и, похоже, не смотрел перед собой, потому что за несколько секунд до этого услышал странное мычание позади себя. Эту тень заметила жена Чака при просмотре отснятого материала уже дома. Сам мужчина никак не может это объяснить. Он говорит, что это самая странная вещь, которую он когда-либо видел в пещерах и шахтах за долгие годы их изучения. Пользователь ТикТока Шерманил работает дальнобойщиком в Арканзасе. Его дорога в этот раз пролегала ночью через лес. И одному из его друзей, тоже дальнобойщику, который ехал за ним с разницей в несколько десятков километров на другой машине, удалось снять на видеорегистратор кое-что очень жуткое. На дороге, по которой они едут, погибло много людей, в том числе и детей. И вот что увидели коллеги этих мужчин, смотря запись с видеорегистратора. Они были по-настоящему удивлены. Водителю грузовика едва удалось избежать удара. Эта фигура на дороге очень похожа на силуэт ребенка, но только фигура полностью белая. А если сделать стоп-кадр, то видно, что ноги у фигуры немного прозрачные. Но от того, что рассказал мужчина дальше, становится еще страшней. Водитель грузовика сразу остановился на обочине дороги после того, что увидел.
По его словам, он везде начал искать этого ребенка, но никого не нашел. Мужчина вызвал полицию, которая ехала из ближайшего города. Но они тоже никого не нашли, хоть и искали всю ночь. Более того, в этой местности на тот момент никаких сообщений о без вести пропавших детях не было. Тем более ребенка никто не отпустит так далеко от дома ночью совершенно одного. Но тогда кто это был? Сам дальнобойщик и его коллеги думают, что видеорегистратору удалось снять самого настоящего призрака. Этот парень не понимает, что ему удалось снять на камеру, и можно ли это отнести к мистике. Автор снимает ночью в глубине леса видео, и на небольшое количество времени появляются два красных светящихся огня. И если приглядеться, то в этот момент можно увидеть что-то напоминающее голову, а эти красные огни похожи на глаза. Но дальше больше. Спустя несколько минут весь лес освещается такими огнями. Парень оглядывается и смотрит в другую сторону. Там этих огней еще больше. Причем они загораются на некоторое время, потом затухают. Автор утверждает, что это не дома, не башни и не фонари на дорогах. Это видео было сделано в середине июля. Так что же это? Чьи-то светящиеся красные глаза, смотрящие на парня из леса, или здесь что-то другое? Ответа никто не знает. Автор этого видео думает, что он снял на камеру реального призрака. Мужчина рассказывает, какой тип палаток лучше использовать в лесу и какую палатку он любит больше всего, а далее рекламирует определенную фирму. Но в этот момент за ним проходит прозрачная небольшая белая фигура, похожая на женскую. Она появляется из ниоткуда и также исчезает. Это не пыль и не отражение света, как утверждает мужчина. И это не похоже на компьютерную графику. Так что это видео может вполне оказаться доказательством существования паранормального. Это видео снято в Восточном Техасе. Автору удалось снять слишком пугающие звуки, доносящиеся из леса. Если первые звуки еще можно списать на вой голодных волков, то послушайте, что удалось снять дальше, и скажите, на что это похоже. Или что еще более жутко, почему эти звуки все приближаются и приближаются к парню. Люди в комментариях писали, что не понимают, какому животному принадлежит этот вой, и предполагают, что это не человек и точно не какое-либо животное. Автор давно живет в домике в лесу, и это в первый раз, когда он услышал такие страшные звуки, доносящиеся из глубины леса. Ничего подобного до этой съемки он не слышал. А на утро ничего, и никого рядом со своим домом не нашел. В комментариях некоторые люди писали, что именно в восточной части Техаса тоже слышали эти звуки. Но так никто до сих пор и не знает, кому они принадлежат. Более того, эти звуки замечают на протяжении последних нескольких лет, но на камеру они попали впервые. Это фото прислала мне моя подписчица. Оно было сделано 24 мая 2010 года на кладбище. По ее словам, в тот день в радиусе десятков метров рядом с ней никого не было. И, как она утверждает, фотография реальна и не обрабатывалась в фотошопе. Придя домой, она обнаружила на фото черную фигуру, которая будто сидит и облокачивается на столик. Отчетливо видны голова и туловище. Непонятно, что это могло быть. Эта же подписчица прислала мне еще несколько фото. Она фотографировала закат в 2013 году. На фотографиях, которых она сделала, виднеется глаз. Лично я думаю, что облака могут принять любую форму, и из-за этого получилось такое необычное фото. Вот и все на сегодня.
А вы замечали когда-нибудь что-то необъяснимое в лесу или рядом с лесом? Лично я нет. Безусловно, оказаться в таких ситуациях, как наши сегодняшние герои, довольно жутко. До новых встреч!